мы убедились в наличии тотальной информационной войны против Сирии и попытки извне дестабилизировать ситуацию в этом государстве. К сожалению, реальные внутренние проблемы, которые существуют, и необходимость реформирования политической системы, необходимость развития социально-экономических отношений республики, все это в обществе признается, но извне подспудно заставляют повторить Сирию маршрут Советского Союза к пропасти. То есть через слом существующей системы власти, существующей избирательной системы, произвести не переход к новым, более толерантным, более многопартийным подходам, толкнуть общество в неизвестность. Мы не только смотрели, мы встречались и с руководителями партии Арабского социалистического возрождения, и с представителями, лидерами оппозиции, все без исключения, от заместителя генерального секретаря партии Арабского социалистического возрождения Абдуллы Аль-Ахмара до лидеров оппозиции. Особенно примечателен у нас был разговор с господином Салимом Каербеком, который 13 лет отсидел за свои убеждения при Асаде-старшем, и он сегодня выступает за перемены, но они все говорят, перемены нужно осуществлять, опираясь на наши национальные особенности, на наши традиции, и не повторяя ошибки Советского Союза, когда у нас ликвидировали 6-ю статью Конституции о правящей и руководящей роли КПСС, не предложив альтернативы. И это погрузило общество в броуновское движение. То же самое, я не скрою, высказал и свою рекомендацию или свое мнение господину Аль-Ахмару, и когда мы встречались с оппозицией, и мы говорим, если вы повторите то же самое, Сирия закончит межплеменными, межрелигиозными столкновениями на всей своей территории в этом году. Потому что совершенно верная линия предложена действующим президентом Башаром Асадом. Необходима конституционная реформа, но она необходима поэтапная. Невозможно в один день все сломать и построить уже с нуля. И примечательно, что и представители оппозиции сказали, что да, лучше и надежней, если эта конституционная реформа осуществится при Асаде. Он должен отвечать за нее. Никто не должен быть анонимным. Хотя они не скрывали, они говорили, лучше бы он вот осуществил конституционную реформу, а потом ушел. То есть они не являются его сторонниками. Но они понимают, что сегодняшняя отставка президента дестабилизирует ситуацию в государстве. 500 информационных корпораций мощнейших в мире владеют полем. И вот все они обрушились на Ливию, на Сирию. Нам сказал министр информации на последней встрече, когда мы с ним встречались, что по их оценкам, ну и мы ему в этом верим, 90% того, что дают западные СМИ по Сирии, совершенно не отвечают действительности. Мы сами видели Дамаск, да, я в Дамаске был десятки раз и жил там 7 лет. Вот Дамаск сегодня ничем не отличается от того, чем он был 20 лет, 10 лет тому назад. Совершенно спокойная жизнь. Более того, даже когда люди видели нас, узнавали в нас русских, там возгласы раздавались. Спасибо России за позицию. Видели мы спонтанные небольшие демонстрации в поддержку Башара Асада. Видели молодежь, которая носит футболки с портретами отца и сына. Нам и говорили люди, с которыми мы общались, что большинство народа все-таки, выступая за социальные, за экономические реформы,
относятся с симпатией к Башару Асаду. И если бы прошли выборы сейчас в президенты, то они нас убеждали, что не менее 70% проголосовали бы за него. Это заговор против Сирии. Заговор внешних сил, как мы раньше говорили, империалистических сил, они такие и остаются, в отношении Сирии, поскольку Сирия является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке. Вот этого большой Ближний Восток, кстати, нас об этом спрашивали журналисты и люди, как мы оцениваем, так сказать, события, связано ли это с реализацией известного бушевского плана «Большой Ближний Восток». Да, это действительно реализация того плана «Большой Ближний Восток». Несмотря на то, что администрации в Белом доме меняются, их концепции, они практически не претерпевают изменений. И те, может быть, оптимистические нотки, которые были вокруг Обамы, когда он пришел и выступил в Каирском университете, предложив начать новую жизнь со странами Ближнего Востока, это все профанация, это все камуфляж, это реальный заговор против арабов и против Сирии. Я хотел бы закончить тем, что в Дамаске все спокойно. В Дамаске люди выполняли свои религиозные все обязанности. Вот. Была спокойная обстановка. Мы ходили по Дамаску и днем, и вечером, и ночью. И я вам хочу сказать, я не первый раз в Дамаске. Какого-либо усиления с точки зрения безопасности по сравнению с тем, что 5-6 лет тому назад, я не заметил. Даже более того, количество вооруженных людей, службы безопасности на улицах было значительно меньше, чем это было раньше.